Привет, друзья! В этом видео мы разберем очень поучительную историю, которая от моего подписчика, которая будет интересна всем без исключения. В ней мы узнаем, почему женщина со временем начала терять интерес, охладевать и по итогу разрушила отношения. Но что еще более важно и, так скажем, необычно во всей этой истории, это то, что мужчина-то занимал сильную позицию с балансом значимости, все в порядке. А как мы уже знаем, когда мужчина лидер, то эта привилегия способна поддерживать в женщине чувство любви. Но что же здесь пошло не так? В чем ошибка мужчины? В чем ошибка женщины? Возможно, она совсем не подходит для отношений. Давайте разберем основные ключевые моменты, ошибки, и в конце подведем какие-то итоги. Помогите, пожалуйста, разобраться. Ситуация следующая. 7 лет прекрасных отношений, на 4-м году купил участок и стал строить большой дом. Девушка была всегда рядом, потом сделал предложение на 7-м году, и в браке были почти 1 год. Давайте вот здесь разберем этот абзац. Значит, 7 лет прекрасных отношений. Подчеркну, отношений. Они не жили вместе. Значит, на 4-м году стал строить дом. То есть, мужчина понимает, что отношения идут ровно. Ничто не доставляет напрягов. Он в сильной позиции. И вполне логично, что он идет к тому, чтобы создать с этой девушкой семью. На 7-м году делает предложение. Какая здесь ошибка с его стороны? Это то, что после отношений, по сути, что такое отношения? Это встречи. Да? А семья это немножко другое. Брак это другое. На текущие реалии современности расписываться и заключать брак следует, сделав, как минимум, какой-то тест-драйв, назовем его так. То есть пожить несколько лет вместе. То есть сделать такой пробный период. А как это будет? Потому что, когда ты встречаешься с женщиной просто, да еще в сильной позиции, конечно, она в тебя влюблена, конечно, ее влечет к тебе. Но когда вы живете вместе, здесь уже вступают в силу другие качества. Жертвенность, чувство долга, самоотдача, созидание. Все это должно работать. Женщина должна именно сохранять отношения. А что происходит у нас здесь? В итоге жена после ссоры, а их, если честно, в год было максимум 3-4, и то по бытовым моментам. О чем я и говорю. Бытовые моменты никуда нельзя деть, они всегда будут. И здесь-то, если тогда за 7 лет прекрасных отношений ссор не было, то здесь ссоры появились. И, скорее всего, мужчина уже повел себя в этих конфликтах неверно. Почему? Потому что уже столько вложил, уже есть вот эта значимость этих отношений завышенная, ценность их. И поэтому, скорее всего, эти конфликты были проиграны. К чему это приводит? Конечно же, к слабой позиции, в которой женщина теряет чувства. В итоге просто собрала вещи и ушла жить к маме. Со словами «разлюбила», «хочу развестись» и так далее. Как раз за 1 месяц до Нового года и за 1 месяц до годовщины брака. Сказала, что после Нового года сразу подаст на развод. То есть, что мы здесь видим? На самом-то деле мы видим женщину непригодную для создания семьи. Почему? Потому что женщина, которая ориентируется лишь на чувства, вот она испытывает влечение к мужчине. Все я хочу семью, хочу продолжение, развитие. Как только чувства пропадают, неважно, в браке вы, не в браке, дети, не дети, она просто уходит. То есть семья для нее ничего не значит. Но почему так происходит? Здесь уже нужно смотреть именно на саму женщину. Какая модель была в ее семье, в семье ее родителей, кто был главным и прочее. То есть у женщины должен быть некий образец.
родителей, либо каких-то родственников, сестры, может быть. Если у нее есть вот этот пример отношений, где женщина, чувство долга и сохранения отношений превыше именно эмоций и чувств. Потому что чувства, они со временем, вот когда вы живете вместе, они притупляются. И это нормально. Это нормально. И здесь уже именно проявляется, от чего эта женщина в действительности хотела. Эмоций или семьи. Здесь, конечно же, наглядный пример, что женщина живет исключительно эмоциями, и семья для нее ничего не значит. Просто ошибка мужчины в том, что он не пожил с ней вместе какое-то время. Год, 2, 3. Да? Нужно было пожить, прежде чем расписываться. Это единственная ошибка, которую совершил мужчина здесь. Так и не подала на развод. Потом в течение 1,5 месяца я делал около 3-5 попыток вернуть ее. Всегда негатив и всегда холод. 3-5 попыток это перебор, потому что мужчина должен знать все-таки себе цену, должен иметь чувство самоуважения. Если ты видишь, что женщина... Понятно, что здесь мужчина не понимал механики, да, и не понимал, что перед ним женщина, которая не просто не подходит для отношений семьи. Не для отношений, а для семьи именно. Да, он бы не делал более одной попытки. Хотя и этой попытки можно было не делать, в принципе, здесь. Чувство собственного достоинства всегда в мужчине должно присутствовать. И сделав он одну попытку, если даже рассматривать в контексте возврата, она бы уже к нему потянулась сама. Вот в эти 1,5 месяца, когда он делал эти 3-5 попыток, она бы уже вышла из игнора. Так, после чего я принял решение без просмотра контента и видео, что меня не устраивает такое отношение. Меня пытаются прогнуть, а в наших отношениях я всегда был лидером и всегда вел за собой. Здесь тебя не пытаются прогнуть, не пытаются. То есть женщина не испытывает здесь эмоций, поэтому она просто не хочет здесь быть. Она не пытается прогнуть, ей это не надо. Эта девушка непригодна, и ей просто нужно испытывать чувства и эмоции. Все. Прогнуть здесь скорее пытаешься ты. Да, прогнуть свою линию и втянуть ее обратно в создание семьи. А ей это не надо. В общем, ушел в тотальный игнор. Писала мне, не звонила. Раз 5 в течение 2 месяцев игнора. Вот в мае я решил сам прервать игнор. Приехал к ней, подарил цветы. Она вроде растаяла. Мы поехали отдохнуть. Круто провели 4 дня вместе. Здесь ошибка, конечно же, потому что женщина, если рассматривать даже данную непригодную женщину в контексте возврата, просто абстрагироваться от того, что она негодна, то здесь какая ошибка? Женщину нужно всегда доводить до кондиции, до определенной стадии. Здесь мужчина, почему он совершил ошибку и сам пошел навстречу? Потому что он не осознал этого, он не изучал контент, не изучал женщин. Он подумал, что это какое-то временное помешательство. Это нормально, все через это проходят, но важно сейчас извлечь из этого урок и осознать все это. И здесь вот она вроде растаяла, и мы поехали отдыхать, круто провели 4 дня вместе. Конечно, она растаяла и круто вы провели время. Почему? Потому что она соскучилась по этим эмоциям. Она помнит тебя в сильной позиции. Она скучает по этому сильному образу. Ей хочется этого. Но что последует за ним? Снова холод. Почему? Потому что ты этого ей дать больше не можешь. Ты хочешь большего. А ей это не надо. Но как вернулись, очередной холод. Вот. Собственно, ситуация такая, что жена до сих пор не подавала на развод, но сказала, что пошлину в начале мая на развод оплатила. Так, я же говорил, что готов на развод. Вот с мая по июль мы пытались как-то общаться, гуляли, виделись пару раз. Попадали в компанию, где она рассказывала, что строимся и рада. О том, что мы с ней расстались, она никому не говорила и не говорит. То есть здесь мы видим, что мужчина общается с ней в качестве, так скажем, друга, что опять же показывает его слабость перед женщиной и не позволяет ей
испытать к нему чувства. Ушла она не к кому-то, причиной не было ничего такое, а в никуда, именно к маме. Ну, здесь, допустим, можно в это поверить, если женщина, то есть она может быть порядочная, хорошая сама по себе, да, какие-то установки верные, но она не понимает, что такое семья, что такое отношения именно вместе, да, совместное проживание, и поэтому здесь не важно, какой она человек, важно, подходит она или нет. Здесь чувства прошли, и она ушла к маме. Допустим. Теща, в свою очередь, безумно переживает, не понимает дочку. Ну, она не понимает, а мы с вами понимаем. Сестра жены тоже переживает, всячески поддерживает меня. Так, теща всегда говорит, что жена с работы домой, и так уже полгода. Я в этом уверен, поскольку сам вижу онлайн. Да, я подглядываю, по-другому не получается, так как она в новостях, в соцсетях, по вайберу общаюсь, вижу, что онлайн. То есть мужчина здесь следит, мониторит. Опять же, если ты принимаешь решение и ставишь точку, ты должен это сделать. Ты должен набраться в себе мужества, должен решиться на этот шаг, сжечь мосты. Вернется она, это ее уже проблема, как она будет восстанавливать отношения, как она будет заслуживать нашего расположения, внимания, того, что мы готовы будем ее выслушать. Это ее будет проблема. От ее искренности будет это все зависеть. Но мы должны поставить точку и сжечь мосты здесь. Потому что 5 раз стучался в закрытую дверь. Ну, уже здесь надо было поставить точку, а не мониторить. Это тоже распространенная ошибка мужчин. От самой жены холод. Ну, и естественно, откуда браться огню? Сейчас она сгоняла на 8 дней в автобусный тур, позвонила, сказала, соберемся у сестры, будем смотреть фото поездки. Я сказал, окей. То есть мужчина прям нарочито поддерживает контакт в качестве друга, в качестве ждуна. Да, ни в коем случае нельзя совершать эту ошибку, потому что это все настолько слабая позиция, что дальше уже некуда. Но вот сейчас сижу и жду. Думаю, хватит с меня, устал от холода. Думаю, именно сейчас написать ей сообщение о том, что начинаю новую жизнь. Написать ей именно тогда, когда она позвонит или напишет о том, что поехали фотки смотреть. И просто начать конкретный тотальный игнор, чтобы набраться сил, успокоиться. Планирую даже перестать циклопить в соцсети, чтобы себя не мучить. Тактика верна, если опять же рассматривать в контексте возврата. Здесь мужчина принимает решение поставить точку уже окончательно, потому что устал, хватит с меня. Но опять же, здесь если читать между строк, прям чувствуется, что мужчина надеется, что мужчина ждет, что вот я еще заигнорю, хорошо проигнорю, там может быть несколько месяцев не буду ничего отвечать. И она прям выйдет полноценно. Да, большая вероятность выйдет, если женщина зависима от эмоций здесь, учитывая, что она пинговала, то есть мы понимаем, что это уже было и это произойдет вновь. Но одного мужчина здесь не понимает, что эта женщина, с этой женщиной будущего нет, ей это просто не нужно. Поэтому здесь важно поставить именно финальную точку. Да, она выйдет с большой долей вероятности, но пройдет время, месяцы, может быть год, 2, снова пойдет по накатанной. И это большая ошибка, что мужчины не извлекают уроков из тех событий, которые происходят в их жизни. Спустя первые 2 месяца игнора, то есть здесь мужчина начал игнорировать, она удалила все фотки из ВК. И вот в мае, как вернулся, попыталась наладить. И в начале июня она вернула одну фотку нашу совместную, где мы обнимаемся и целуемся. Как думаете, правильно ли я выбираю в данном случае стратегию игнора? И вообще, есть ли шансы, что жена может одуматься и вернуться? Ну, здесь спустя 2 месяца это всего лишь пинг. То есть, когда девушка выкладывает совместную фотографию, она таким способом проверяет. То есть, она вот это чувство потери
у нее начинает культивироваться, накапливаться. И ей важно понимать, что ты еще на привязи, что ты ждешь, что она может подергать ниточки, и ты тут же прибежишь с цветами. Тем более подобное закрепление у нее уже произошло. Она понимает, что да, 2 месяца, и он прибежит. Поэтому она не предпринимает пока никаких прям открытых попыток поговорить и что-то написать. Да, дальше будут более активные действия с ее стороны. Так, есть ли вообще шансы, что она может одуматься и вернуться? Шансы есть и большие, но здесь важно не ждать. Важно поставить жирную точку на этих отношениях. Почему? Потому что женщина непригодна. Подчеркиваю, когда мы видимся и проводим время вместе, она всегда сдувает меня пылинки, поправляет прическу, касается меня и целуемся. На следующий день снова уходит в холод. То есть вот, мужчина сам описывает сценарий. Женщина подвержена эмоциями, ей важно именно соскучиться по мужчине. Да, вот она соскучилась, вы встретились, провели день вместе. Да, она может с тебя сдувать пылинки, она может настолько вкладываться в тебя в этот день. Но на следующий день, ей не надо, она пресытилась этим. Чем отличается подходящая женщина для создания семьи и нет? Тем, что подходящая, она нацелена именно на крепкий союз. Она понимает, что эмоции, они со временем угасают, они непостоянны, нестабильны. Она понимает, что будут трудные времена в отношениях, что где-то нужно поддерживать, где-то нужно проявлять жертвенность, где-то нужно вкладываться, заботиться, сглаживать углы. Для нее ценность самих отношений, самой ячейки, самой пары, она гораздо выше всех этих эмоциональных колебаний. Какой вывод можно сделать из этой истории, друзья? Если ты собираешься строить с женщиной семью, создавать союз крепкий, надолго, то есть строить планы, перспективу, как у вас там дальше семья, дети и прочее. Понятно, что нужно смотреть на нее в отношениях первоначально, потому что многие женщины уже на этапе отношений, да, встреч, уже выявляются их негативные качества, и они уже, то есть по ним можно понять, что женщина не подходит для создания семьи. Но важнее, прежде чем скреплять свои отношения печатью, важно провести, тест-драйв, такое плохое слово, некую эмуляцию, да, вашей совместной жизни, то есть пожить с женщиной вместе полноценно, да, то есть все как вот ты планируешь в будущем, но без печати. Таким образом ты сможешь выявить, подходящая ли эта женщина для тебя, да, как ты себя чувствуешь в этой семейной жизни с этой женщиной. Доставляет ли тебе это дискомфорт, напряжение, или наоборот ты хочешь идти домой, наоборот ты хочешь поскорее прийти и обнять эту женщину. Почему? Потому что она проявляет о тебе заботу, потому что она проявляет жертвенность, она сглаживает, она покорная и не доставляет никаких проблем, никаких головников, конфликтов и прочее. Да? И пожив какое-то время вместе, уже можно принимать решение о том, чтобы расписаться, например. Статистика разводов сейчас говорит о том, что очень мало пригодных, по-настоящему пригодных женщин. И важно понимать, что ей движет в большей степени. Эти самые эмоции или все-таки построение гармоничных, крепких, серьезных отношений и семьи. Друзья, жду ваших историй в комментариях и скоро увидимся.